Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика будет продолжение одного из видео, в котором я рассказывала про пенсионеров, которые как бы брошенные остаются в своей стране, когда дети уезжают в другую страну. То есть родители иммигрантов, я так его и назвала, что они брошены. И привела пример своей мамы, которая находится в пансионате для пожилых. Я рассказывала о том, в каких условиях она содержится, почему она там. И получила очень много комментариев и также письма на нашу электронную почту morel@aol.com с вопросами. И хотела просто продолжить сегодня это видео, потому что вижу, что оно действительно, эта тема может быть актуальна, кому-то очень важна. И это связано, в общем-то, с нашими родителями. Поэтому тем, кому это важно и интересно, этот ролик, это видео будет посвящено теме именно наших уже достаточно взрослых родителей и нас, иммигрантов, которые уезжают в другую страну. Ну что, под видео, под тем, я прочитала, что на самом деле некоторые люди писали: просто вы бросили свою маму, вы предатели своей мамы, вы просто от нее отделались, вы бросили ее в дом престарелых. Дорогие друзья, я уже там говорила, что это не дом престарелых, это пансионат для пожилых, это новая такая система, и это действительно частный пансионат с очень хорошим обслуживанием, и в том числе с медицинским. Сейчас я поподробнее это расскажу. И смотрите, я сама тоже очень долго раньше сомневалась, пока не узнала, пока мне знакомые не рассказали, как их мама содержится, пока я немного не прочитала, не узнала, не посетила. И действительно, там идет медицинский уход. И хочу еще раз сказать, что бывают некоторые случаи, некоторые медицинские показания, некоторые особенности уже взрослого человека, либо это какие-то болезни, либо их очень много, я не буду их перечислять, либо это невозможность находиться самостоятельно одной дома и невозможность родственников, которые даже живут рядом, даже в одной квартире, ухаживать за таким человеком, который имеет какие-то медицинские уже показания. В этом случае, конечно, нужно, чтобы медицинский персонал 24/7 следил за этим человеком, оказывал помощь, поддержку, лечение, анализ состояния, медицинского состояния, психологического состояния человека. И там работают психологи, там работают педагоги, там концерты проходят, там с ними занимаются, они прям буквально занимаются очень многими вещами, в том числе физкультурой лечебной. Там делают массажи, берут различные анализы, медик всегда следит, всегда есть медсестры, есть сиделочки. То есть такой персонал, который становится с нами уже психолог на контакте. И мы можем сказать, что мы уже как семья. При этом с 2015 года, я уже говорила, действует программа господдержки для таких вот пожилых людей, которые нуждаются в содержании в таких вот пансионатах, и в том числе в частных. То есть, что это значит? Про цену спрашивали. 75% оплачивается с пенсии пенсионера, и остальное доплачивает государство. Но в нашем случае есть некие моменты размещения, которые требуют доплаты, мы доплачиваем. Я уже говорила, почему наш канал монетизируется, почему у нас есть реклама, почему у нас есть финансовые моменты. Это тоже идет в помощь моей маме. Я уже это объясняла, финансовые моменты я сейчас трогать не буду, лишь остановлюсь на ответе на те вопросы, которые я прочитала именно под тем видео. Помимо негатива, люди еще писали на почту вопросы. Именно я так поняла, что эта тематика очень важна многим, потому что многие за последние годы эмигрировали, переехали, остались жить в другой стране, и родители не все могут перевести своих родителей. Для этого некоторые страны не дают визу на въезд, некоторые требуют показать большие суммы денег, медицинскую страховку. Не все частные медицинские компании, да, вот в Испании, хотят страховать уже пожилых людей, иностранцев. Поэтому это очень неоднозначный вопрос, и это иногда зависит не от нас, которые переезжают, а в принципе от условий той страны, в которой мы находимся.
И моя мама на момент нашего переезда, она была самостоятельный человек, еще полная сил, можно сказать, и была за наш переезд, и поддерживала. Поэтому мы решали этот вопрос по ходу, как говорится, пьесы. И решили его вот таким образом, и всегда находимся на контроле. И всегда могу сказать, что это не значит, что мы предали свою маму, мы отправили ее в дом престарелых. Это не тот вариант, дорогие друзья, который был в моей голове раньше. Это совершенно другого типа дома. Это пансионаты с хорошим содержанием. И я хочу еще раз подчеркнуть, что даже если бы мы сейчас проживали в одной квартире с мамой в Питере, то, в принципе, мы бы не справились с уходом, потому что мы бы ходили на работу, наши дети, конечно, бы учились, все были бы заняты своими делами, и мы бы не смогли уделить столько внимания, и человек самостоятельно не мог бы оказывать себе, содержать себя и в течение дня находиться одна, без помощи посторонних людей. Потому что, я еще раз скажу, ситуации разные. Поэтому даже если бы мы находились, все равно пришлось бы принять такое решение, потому что это был самый лучший вариант. И когда пишут мне, что вы предательница, оставили маму, я вам хочу сказать, дорогие друзья, что предательство – это не найти помощь своему родителю какую-то адекватную, а бросить человека без оказания помощи. То есть, когда человек уже взрослый, пожилой, сидит один дома, не может сготовить себе горячую еду, не может получить медицинский осмотр какой-то, не может иногда ходить, по квартире падают, ломают шейки бедра и прочие травмы получают. Вот это, наверное, предательство. А когда человека, в принципе, решаешь его проблему, человек находится под контролем все время, на связи с нами, то это, я думаю, что это адекватное современное решение. Тем более такие есть пансионаты в разных странах. Есть здесь и в Испании тоже, и во Франции мы слышали, и в Финляндии. Мы много смотрели информации, мы смотрели и слушали людей, которые живут в этих странах и рассказывают об этом. В пансионате, где находится моя мама, там есть, кстати, одна работница, которая работала в пансионате в Испании, в Малаге, и мы с ней мы с ней знакомы, мы с ней уже хорошо общались и на испанском языке, вот, поэтому достаточно важная тема, я думаю, и достаточно нужная, потому что люди писали нам на почту, просили поделиться контактами пансионата, находили какие-то свои варианты. Люди, конечно же, волнуются за родителей без какой-то рецензии, да, без какого-то оценки других людей. Очень сложно пристроить свою маму. Я тоже искала такой вариант, когда мне посоветовала наша знакомая. Вот. Но считаю, что эта тема очень важная, нужная, поэтому вот стараюсь ее еще раз открыть, поподробнее об этом рассказать. Перевести сюда, вопросы были. Могли бы вы перевести такие-сяки? Да. Наверное, если бы мы уезжали, когда нам было, там, я не знаю, по 30 лет, я уже это озвучивала, то, наверное, мы бы там сколотили какую-то финансовую основу, мама была бы моложе, и, может быть, может, всех родителей, я не знаю, там, если была бы такая возможность, перевезли бы сюда. Но пункт первый. Хотели бы родители переехать? Это самое важное. Ведь вы забываете, дорогие друзья, что у родителей есть тоже своя жизнь. Другие дети, внуки, к которым они привязаны, и их там родина, дом, квартира. Не каждый хочет переезжать. Почему мы должны? Что мама – это чемодан, взял и повез? То есть тоже как-то вот такой вопрос, когда задают: перевезите маму. Мама же не чемодан, у мамы есть свое желание какое-то. Это первое. Второе, даже при желании есть какие-то требования в другой стране. Есть какие-то возможности наши финансовые и невозможности. Второе, третье, вот я уже говорила, что есть люди, которые пробовали сюда перевозить. Есть у нас одни знакомые, которые пробовали перевозить маму. Мама себя здесь не очень физически хорошо чувствовала, нуждалась в присмотре постоянном. Пытаясь ее застраховать здесь, они получили отказ от страховой компании. Я уже говорила, что это невозможно. Если вы не имеете здесь частную страховку, государственную вы тем более не получите уже, вот если приезжаете в возрасте, да,
потому что здесь все-таки надо проработать, здесь надо получить определенные документы, нужно, ну не просто так это все. С какого перепугу Испания даст, да, всем пенсионерам России там, или другой страны даст государственную страховку? Кто вообще это осилит? Какая страна, маленькая Испания, осилит вот это все? Вот. А частные тоже, ведь они же понимают, что пенсионер с возрастом может болеть, нужны операции и так далее. Накоплений-то нет, то есть это надо десятилетиями платить. Поэтому они не страхуют, как правило. Даже если чуть моложе, но с болячками, это будет очень дорого стоить. Не все могут это потянуть. Ну и вот они увезли все-таки свою маму, спросили наш опыт, как у нас. Когда мы рассказали вот про мою маму и пансионат, они съездили в наш пансионат, они попытались туда маму отвезти. Ну вот им что-то не понравилось, что-то не так. И они нашли свой вариант без доплаты, тоже недалеко от нашего пансионата. И вот все им нравится, все пока у них благополучно. Поэтому пока им все нравится. Это не значит, что мы забываем своих родителей, просто пристраиваем и занимаемся своими делами. Ходим, ролики снимаем. Нет, дорогие друзья, то есть, ну вот так бывает, что можно даже в одной стране жить, но очень далеко друг от друга. Там Питер и Владивосток, например. Я знаю такие случаи, но тоже как-то вот решают вопрос. Вначале мамы не согласны переезжать, потом приходится вот таким способом как-то устраиваться, решать вот такой вопрос. Так что дай бог, чтобы вы не сталкивались с этим, чтобы ваши родители всегда были бодрые, здоровые, бегали и самостоятельно обслуживали себя и были здоровы и счастливы. Но если вдруг, то вот такой вариант тоже, наверное, рассмотреть гораздо гуманнее и человечнее, нежели бросить маму дома на диване, и вот чтобы она сама там решала как-то свои проблемы. Вот так вот, дорогие друзья. По ценам еще спрашивали. Во-первых, нужно искать пансионат в том городе, где вы хотите устроить свою маму, папу. Даже родители иногда устраивают и маму, и папу вместе. Им отдельная комната, двухместное размещение. Что еще хорошо? Горячее питание, пятиразовое горячее питание. И когда вот я туда приходила, мы с Алексеем, и когда я с мамой разговариваю, то то, что она мне перечисляет, она бы так дома, конечно, не питалась. И я бы не могла ей столько готовить дома, потому что я себе и так много не готовлю. Потому что у них и компотики каждый день, и котлетки, и супы разные, и пирожки. И, во-первых, у них проходят еще и концерты. Каждую неделю практически у них концерт, ну и на праздники. Они много рисуют, они много занимаются каким-то таким творчеством, что-то лепят и так далее. Наряжают елочки, готовят подарки друг другу, празднуют дни рождения. Их могут навещать родственники, конечно же, приходят туда к ней внучки. То есть она не чувствует себя одиноко, она все время на связи с нами. Столько бы она, конечно, не получала бы внимания при всем нашем желании дома, потому что там люди приходят все-таки, это их работа, они меняются, они не устают, они не раздражаются, там работает психолог. Психолог очень четко нам разъясняет разные моменты. Там находятся люди разные, хорошо ходячие, с травмами, допустим, там, переломами в прошлом рук, ног, на, так сказать, реабилитации. Те, кто после инсульта, инфаркта, с другими какими-то, кто просто не хочет дома находиться один. Ну вот вы опять скажете, может быть, там вы думаете, что маме хорошо, мама может все что угодно сказать, что ей хорошо, чтобы вас не волновать. Но вы знаете, я тоже изучала психологию в свое время, и я ей задаю иногда косвенные вопросы для того, чтобы понять ее психологическое состояние. Например, я ее спрашиваю: мама, а вот что ты рисуешь? Рисуешь ли ты, да? Там нарисовала то-то. Каким цветом ты? Покажи мне свою картинку. Она мне показывает яркие позитивные цвета. Твой любимый сейчас цвет. И она мне говорит цвет. Там желтый или оранжевый. То есть я вижу, что это не мрачность. Я вижу, что она рисует красивые цветы, что у нее позитивный цвет в картинах в ее, что у нее позитивный цвет в одежде, что ей хочется, чтобы у нее была красивая стрижка. А ей не все равно, как она выглядит. И вот это очень важно, я считаю, психологически. То есть у нее есть любимые блюда, у нее есть любимые люди, которым она там, у нее есть какие-то друзья, у нее есть любимые работники,
защитники. Да, психолога она очень любит, девушка Мария, спасибо ей огромное. Она вот к ней очень привязана. Она любит каких-то людей, которые вот ее стрижет, кто ее. И у нее есть какие-то круг общения, свои друзья, и я вижу ее психологическое хорошее состояние. Может быть, в каждом отдельном случае это будет разная история с разными мамами, папами. Но моя мама очень общительная, ей нужен социальный круг. Она не может сидеть дома одна целый день, ждать, когда придем мы там все с работы, например. Вот. И это тоже очень важно. То есть психологически я ее тестирую всегда немножечко в разговорах и вижу ее позитивный настрой. То есть, что бы она ни говорила, я думаю, что я бы даже чувствовала это интуитивно. Мне там шестое чувство подсказывало, во сне бы что-то снилось. Ну и самое главное, я тоже изучала психологию, знаю, какие вопросы задавать, чтобы понять, в каком состоянии она психологическом находится сейчас. Вот это тоже очень важно. И вижу, что это действительно очень ей нужно. Там, она лучше выглядит, она лучше накормлена, она постоянно, у них был медосмотр недавно. И мы знаем о ее состоянии. Вот это самое важное. Наше всегда общение, оно проходит, и вообще вот персонал тоже, психолог тоже говорит, что ваше общение всегда проходит радостно, всегда вы весело, всегда смеетесь, и вообще она у нас там затейница, она может как бы и посмеяться, очень такой человек. Поэтому я считаю, что это важно, очень важно, психологическое состояние, когда человеку комфортно. Конечно, если человеку некомфортно, и он чувствует себя плохо, одиноко, и просит забрать, тогда, наверное, дети должны думать о какой-то другой ситуации, то есть переводить домой, нанимать персонал, персонал будет ухаживать, меняться. Но думаю, что это вариант еще сложнее. Во-первых, финансово сложнее, во-вторых, наверное, сложнее для... Ну, контроль все равно должен быть какой-то вот этого персонала, который будет приходить. Если человек не ходячий, то это вообще очень сложно, очень сложно. Поэтому, дорогие друзья, вот такие мои ответы. Я не считаю это плохо, предательство и так далее. Я уже сказала, что предательство – это бросить человека без помощи одного дома и не принимать никакие действия. А когда мы все-таки такой вариант нашли, нам подсказали, и нашли именно нужный вариант. Тем более есть такая программа, еще раз скажу, программа господдержки. 75% пенсии платит пенсионер, даже не дети, да, пенсионер сам себя оплачивает, и остальное государство доплачивает. Ну, а в нашем случае мы доплачиваем еще и далее за содержание, я уже это говорила, за врача, за разные вещи, то есть тоже как некую сумму, я не буду ее озвучивать, в каждом случае конкретно все. Это надо узнавать, еще раз скажу, в каждом конкретном пансионате. То есть ищите в своем городе, гуглите, смотрите, приходите туда на экскурсию, можно так сказать, знакомьтесь с персоналом, знакомьтесь с условиями, с содержанием, финансовым обременением и так далее. То есть если нравится, если все подходит, если хорошие отзывы, если там есть рекомендация, то можно пробовать. Если что-то пошло не так, всегда можно все как бы изменить, перевести в другое место. Мы не стали переводить маму в другое место, где без доплаты есть варианты такие, чтобы психологически не травмировать. В данный момент вот пока мы держимся так. Вот, дорогие друзья, надеюсь, что немножко приоткрыла вам эту тему. Почему она важна? Потому что много я здесь вижу людей, которые переехали, людей уже такого среднего и старшего возраста. Стало быть, родители остаются. И даже если они сейчас бегают, и дай бог всем здоровья, но всякое может быть, когда мама или папа будут нуждаться все-таки в посторонней помощи какой-то, контроле, питании, уходе и медицинском осмотре. Вот это один из вариантов, который можно, в принципе, рассмотреть, если у вас есть такое желание. Во всяком случае, я никому не навязываю, но просто делюсь нашим таким вот опытом. На этом все, дорогие друзья. Пишите свои вопросы, комментируйте. По поводу предательства я уже ответила, так что можете не стараться не писать. Вот. Именно эти вещи. Ну, всем удачи, добра, хорошего настроения, здоровья и благополучия. Берегите себя. С вами канал «Мы в Испании», Татьяна. До новых встреч. Пока-пока. Адьос, амигос. Пока-пока.